Добрый день, с вами Евгений Божьев. Сегодня мы поговорим о том, что беспокоит где-то порядка полумиллиарда населения на планете Земля, о повышении артериального давления. То, что раньше было принято по классификации называть гипертонической болезнью, по современной классификация называется артериальная гипертензия. Так вот, артериальная гипертензия по современной классификации делится на две группы. Первая – симптоматическая, которая составляет всего 5% повышения артериального давления. И такое красивое слово «эссенциальное», которое составляет 95% повышения, всех случаев повышения давления. Так вот, слово «эссенциальное» в переводе с латинского переводится как «неизвестно откуда взявшееся». То есть наша медицина сразу уже в названии, в своей классификации уже говорит, что мы понятия не имеем, откуда берется 95% повышения артериального давления. На самом деле это ложь. Почему ложь? Потому что то, что медицина не хочет понимать причину и делать, соответственно, облегчать людям жизнь, это одно. А то, что она не знает, это совершенно другое. Не знать она не может, потому что в работах физиологов в 30-х, 40-х годах прошлого века, 20-го, все уже описано. Все в монографиях по физиологии причины повышения артериального давления описаны. Поэтому, если медицина заявляет, что 95% причин повышения артериального давления она не знает, значит, это говорит только о том, что она не хочет знать. Почему? Потому что очень выгодно. Тогда, если мы не знаем, откуда берется причина повышения давления, значит, мы можем действовать только на сам механизм. Что мы и делаем благополучно. Да? То есть, во всем мире, как лечится повышение артериального давления? Таблетками, препаратами, которые блокируют механизмы повышения артериального давления. Вот и все. Единственный способ лечения. Да? Фармацевтические гиганты построили золотую империю на вашем неведении. Эссенциальное – это просто вежливое слово для обозначения медицинского тупика. Им не нужны здоровые люди, им нужны постоянные покупатели подписки на жизнь. Но ваше тело не враг, оно подает сигнал тревоги, который мы привыкли игнорировать. На самом деле, откуда берется повышение артериального давления? А все очень просто. Это вообще не болезнь. Это симптом. Даже не симптом, потому что симптом это все равно подразумевает собой какое-то болезненное проявление. А это компенсаторная работа организма. Это компенсация. Наш организм компенсирует что-то с помощью повышения артериального давления. А что можно компенсировать с помощью повышения артериального давления? Все очень просто. У нас есть жизненно важные органы, которые должны получать кислород в достаточном количестве. Это 3 основных органа. Снижает кровоснабжение, которых нельзя, и организм это знает. Это головной мозг в первую очередь, сердце во вторую и почки в третью очередь. Да? Соответственно, сужение сосудов, которые кровоснабжают эти органы, будет уменьшать приток крови и снабжение кислородом этих органов. Этого делать нельзя. Да? Что нужно сделать, чтобы через сосуд меньшего диаметра проходило за единицу времени столько же крови, как раньше проходило через сосуд большего диаметра? Нужно поднять давление в системе. Именно это организм делает для того, чтобы не дать снизить кровоснабжение этих 3 жизненно важных органов. Но чаще всего это относится все-таки к головному мозгу. 70% гипертонии связано с недостатком притока крови к головному мозгу. Так, а что может нарушать приток крови, например, к головному мозгу? Только одна вещь – уменьшение просвета сосуда. Все, других нет. За счет чего может уменьшаться просвет сосуда? 3 фактора только могут уменьшать просвет сосуда. Первый фактор – когда мы нервничаем. Когда мы нервничаем, у нас активируется парасимпатическая система, которая вызывает сужение сосуда. Представьте, что ваш мозг – это мощный сервер, который нельзя отключать от сети. Если поток энергии иссякает, система переходит в аварийный режим. Высокое давление – это не поломка, это героическая попытка спасти мозг от голодной смерти. Но вместо того, чтобы очистить путь, мы просто выключаем пожарную сигнализацию.
спазмирование сосуда, да, тогда тоже повышается артериальное давление. Второй фактор, который может давать, это возрастной фактор, фактор отложения холестерина в виде бляшек в сосудах, так называемый атеросклероз, когда тоже уменьшается просвет сосуда за счет роста вот этой атеросклеротической бляшки. Это тоже будет давать уменьшение кровоснабжения и, соответственно, вызывать гипертоническую болезнь или артериальную гипертензию, то есть повышение артериального давления. Потому что нужно компенсировать, нельзя снижать кровоснабжение головного мозга. И третий фактор, тоже достаточно распространенный, когда кто-то снаружи сдавливает эту артерию. То есть есть артерия, а кто-то взял ее и сдавил. Соответственно, тоже уменьшился просвет этой артерии. Да? Чем могут сдавливаться артерии? Ну, чаще всего это происходит в позвоночных артериях, которые идут в телах верхних 4 шейных позвонков. И когда напрягаются мышцы шеи, они стягивают позвонки друг с другом, и артерии просто вот между позвонками передавливаются. Чистое механическое сдавление. Соответственно, чтобы убрать в данном случае повышение давления, нужно просто-напросто расслабить мышцы шеи. И вот подобная причина встречается очень часто, я говорю, где-то порядка 70% случаев повышения давления, артериального давления, это напряжение мышц шеи, которое приводит к сдавлению позвоночных артерий. Соответственно, что нужно сделать? Нужно просто-напросто взять и расслабить мышцы шеи. Мы сказали, что причины 3 уменьшения просвета. Первое – стрессовые ситуации. Второе – атеросклероз. И третье – напряжение мышц. Вот 3 фактора, которые надо убирать, с помощью которых на самом деле можно вылечить артериальную гипертензию. Хотите разобраться, как работает ваше тело и что делать при самых разных заболеваниях? Курс «Энциклопедия здоровья» – это 200 видеоуроков от доктора Евгения Божьего. Все по алфавиту, удобно и понятно. Знания, которые помогают исцеляться. Ссылка в описании под видео. Ваша шея превратилась в бутылочное горлышко для всей вашей жизни. Мышцы вцепились в сосуды мертвой хваткой, имитируя удавку. Вы можете пить горы химии, но механический зажим не исчезнет от таблетки. Это как пытаться ехать на ручнике, надеясь, что мотор справится сам. Или гипертоническую болезнь, как ее раньше называли. А если же вы начинаете идти по пути приема препаратов, которые снижают давление, сбивают давление, не дают организму компенсаторно повышать его, то тогда это прямой путь к инфаркту или инсульту. Почему? Ну, потому что вот нарушилось кровоснабжение, например, головного мозга, организм повышает давление. Вы идете к врачу, он назначает вам какое-то гипотензивное средство, препарат. Вы начинаете его принимать, сбиваете давление, опять недостаток кровоснабжения головного мозга. Организм знает, что это нельзя делать, это чревато смертью. Он опять начинает повышать давление. Вы идете к врачу, говорите, ваши таблетки не действуют, тот назначает более сильный препарат или увеличивает дозировку этого, да? И так далее. Либо давление будет, организм окажется сильнее, чем эти таблетки, которые блокируют повышение давления. И организм будет повышать до тех пор, пока где-то сосуды не лопнут под этим давлением. Чаще всего это происходит в головном мозге. И вы получите геморрагический инсульт. Вот. А второй вариант, если, например, организм окажется слабее, чем таблетки, таблетки заблокируют механизм повышения артериального давления, и тогда вы просто получите недостаток кровоснабжения головного мозга, то есть ишемический инсульт. Да? Вот путь, по которому ведет наша медицина. В любом случае, врач выживает, а у пациента либо в перспективе ишемический инсульт, либо геморрагический инсульт. Ну, либо, если это касается сердца, то это инфаркт. Врач выживает в любом случае. Это официальная медицина, это официальный подход медицины во всем мире. Это не только наша страна, во всем мире официальный подход к лечению артериальной гипертензии. Это что, лечение? Это что, медицина говорит, что да, давайте мы будем лечить людей? Нет, фактически это прямой путь убийства человека с помощью химических препаратов. Но на этом построена медицина и на этом построено лечение гипертонической болезни.
с чем я вас и поздравляю. Поэтому, если вы, не дай бог, имеете повышение артериального давления, вы должны прекрасно понимать, что первое, не надо принимать гипотензивные средства. Вы ими ничего хорошего не получите и не добьетесь. Нужно убрать причины уменьшения просвета сосудов. Вот то, что я вам сегодня хотел сказать по поводу гипертонической болезни. Всего доброго. Выбор прост. Продолжать кормить фарм-индустрию или вернуть контроль над своим телом. Хватит играть в русскую рулетку с собственными сосудами. Истина всегда была на поверхности. Нужно только перестать закрывать глаза.